Вечером того же дня приказ был отдан. Я бы сказал, не из легких. Сначала немцы даже не догадывались о возникшей угрозе. 4 декабря командование группы армий «Центр», исходя из данных разведки, сделало вывод. Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами начать большое контрнаступление. Но следующий день принес немцам много неожиданностей. 5 декабря мощным атакам подверглись фланги немецких танковых групп. Наступающие советские части прорывались к Клину. Перерезав шоссе, идущее на запад, они стремились окружить врага и не дать ему отступить. Немецкие танковые подразделения отчаянно отбивались, прикрывая общий отход. Оставшиеся без горючего или вышедшие из строя танки и другая техника бросались на обочине. Стремительное отступление тут же сказалось на дисциплине в войсках. Генерал Шааль. Все больше и больше солдат пробивалось на запад без оружия, ведя на веревке теленка или таща за собой санки с мешками картошки. Солдат, погибавших в ходе бомбежек, больше никто не хоронил. Такая же ситуация сложилась и к югу от Москвы под Тулой. Хейнц Гудериан. Мне с болью в сердце пришлось в ночь на 6 декабря принять решение о прекращении бесперспективных боевых действий и об отходе на заранее избранный рубеж. Противники поменялись местами. Михаил Катуков. Призыв «Ни шагу назад» сменился боевым кличем «Вперед!», гнать врага без передышки, не давая ему закрепиться в населенных пунктах. Напротив, в приказах фон Бока чувствовались недавние жуковские нотки. Я приказываю, что любой отход может быть произведен с разрешения командующего армией, а отступление соединений от дивизии и выше только с моего личного разрешения. 5 декабря ударили по-настоящему сильные морозы. Зима выдалась самой холодной за последние 140 лет. Из дневника немецкого доктора. Русский чувствует себя как дома в этих диких местах. Он сделает печь из пары старых банок из-под бензина. А наши люди жалко стоят вокруг костров и сжигают драгоценный бензин, чтобы согреться. Над вермахтом нависла угроза повторения судьбы армии Наполеона в 1812 году. В результате декабрьского контрнаступления немцев отбросили от Москвы на 120-150 километров. Это было первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне. Весь мир увидел фотографии сотен брошенных автомашин, танков, самолетов и колонны пленных немцев. Стремительный откат доблестных войск от Москвы привел к тому, что в немецких штабах полетели головы. Фельдмаршал Браухич сдал обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. Командование армии принял сам Гитлер. Фельдмаршал фон Бок был смещен с поста командующего группы армий «Центр», и его место занял Ганс Гюнтер фон Клюге. Гудериан лишился своей должности и вернулся к службе только в феврале 43-го. Эриха Гёпнера уволили со службы, лишили наград и пенсии. Позднее он примкнет к июльскому заговору против Гитлера и будет повешен. Однако неистовые требования Гитлера держаться действия возымели. Войска вермахта сумели организованно выйти из мешков и уплотнить фронт. В нем еще зияли бреши, которые латались по мере прибытия резервов. А Ставка приняла решение начать наступление по всему фронту, от осажденного Ленинграда до Черного моря. Желание освободить как можно больше оккупированных городов и деревень было очень велико. Наступление под Москвой продолжалось. Калининский и Западные фронты стремились прорваться к Вязьме и перерезать основную линию снабжения группы армий «Центр». Под Вязьмой даже выбросили воздушный десант из нескольких тысяч человек.
Оказавшееся на краю пропасти немецкое командование без колебаний бросило в бой дивизии из Западной Европы и смогло восстановить целостность фронта. Прорвавшиеся к Вязьме советские части, армии Ефремова, Масленникова, кавалерийский корпус Белова и десантники оказались в изоляции и фактически перешли к партизанским действиям. Армия Ефремова, пытаясь пробиться к своим, была разбита, а сам Ефремов, не желая оказаться в плену, застрелился. Такая же судьба постигла армию Масленникова. И лишь кавалеристы Белова лесами, окружным путем вышли в район Кирова и там прорвались к своим. Советским войскам все еще не хватало боевого опыта. Из приказов Жукова. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта, прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и мало обстреливаемой местности. Эвакуация промышленных предприятий сказывалась на обеспечении Красной Армии. Не хватало танков и боеприпасов. Тактические ошибки, переоценка своих возможностей и недостаток вооружения привели к тому, что в апреле 1942 года советское контрнаступление остановилось. Но закончилась и пора блицкригов. Началась война на истощение, в которой у Германии шансов победить не было. После месяцев тяжких поражений первая победа под Москвой подняла дух войск, жителей страны в тылу и на оккупированной территории. Справка. В результате оборонительных боев за Москву и контрнаступления Красная Армия уничтожила более полумиллиона немецких солдат, 1300 танков, 2500 орудий. Для сравнения, потери немцев в польской кампании составили 44 тысячи. На территории Франции 154 тысячи человек. На Нюрнбергском процессе фельдмаршалу Кейтелю задали вопрос: когда он начал понимать, что план Барбаросса терпит крах? В ответ Кейтель произнес только одно слово: Москва.